Я Антон Гросс, мы едем из региона Пьемонт в регион Вале д'Аоста смотреть объект недвижимости, который был куплен на аукционе за 30 тысяч евро. Вале д'Аоста это не самый дешевый регион для покупки недвижимости. Я покажу вам, как выглядел объект в момент покупки и как он выглядит сейчас. Также мы пройдемся по его проблемам, потому что мы делали независимую экспертизу. И вы будете примерно понимать, что можно купить за эти деньги. И это, кстати, не самый дешевый был вариант, просто вы увидите сами своими глазами, что это такое. Объект находится в таком небольшом поселке из нескольких вилл, который строился фирмой, которая в итоге обанкротилась. И часть домов ушло на аукцион. Это все находится в маленьком пригороде небольшого города в Вале д'Аосте. Это называется Басса-Вале. Это еще, мы не в горах, но уже близко к горам. Горнолыжные курорты, меньше часа езды, это Червинья, Курмайор, где-то около 1,5 часа отсюда ехать. Здесь гараж общий. Часть домов была куплена прямо у застройщика, и несколько ушло на аукцион. Наш объект вот этот посередине. Соседний дом, он еще не занят. Вот в таком состоянии были балконы, поэтому мы их полностью переделываем. Этот аналогичный дом, он чуть больше, и он, скорее всего, тоже уйдет на аукцион. Сейчас мы его посмотрим внутри, так вы будете понимать, как выглядят эти объекты, когда мы их покупали, когда клиент наш их покупал. У этого дома есть небольшой сад. В нашем варианте практически сада нет, вот здесь нужно обойти, и мы к нам придем. Вот соседи, смотрите, какие у нас. Да, и вот здесь у них еще такой тоже садик. У нас очень маленький, он, в принципе, как в квартире. Больше, наверное, и не надо. Вот сюда мы к нам попадаем. И вот еще раз балкон наш, который мы переделываем. И да, мы здесь сделали полностью ему штукатурку наружную, потому что качество той, которую здесь они использовали, оно очень печальное. Когда они начали уже идти когда фирма начала банкротиться, то они просто использовали всякие дешевые материалы, и видно, что торопились, чтобы быстрее сдать объекты эти и начать продавать. И в принципе они вот 3 дома или 4 они успели их продать таки. И вот у соседа, у него он не изменял свои балконы, он оставил их как они были. Давайте зайдем внутрь. Вот так выглядит внутри этот объект. Здесь начали они уже проводку протягивать, тоже, видимо, очень торопились, хотели продать быстрее. И, собственно, в нашем не было этой проводки, мы все делали с нуля. Огромный этот большой такой щиток. Это дерево все, его нужно обрабатывать заново, потому что, можно так, конечно, оставить, но лучше обработать. Здесь мы имеем зал с кухней. Тоже не очень так неудачно они сделали, маленькая такая кухня будет. И здесь туалет такой служебный, типа. Можно так его назвать. Отопление здесь в батарее. Здесь не в полу оно. По идее, да, оно не в полу. Так же, как и у нас. И с отоплением здесь была история, потому что
как бы поселок, назовем его так, он родился как кондоминиум. И есть общая колонка, там в гаражах она, которая сломанная, она не работает. Поэтому нужно отключаться от сети. Ну и это как бы был основной момент, который нас больше всего настораживал, сколько это будет стоить отключиться и поставить свою. В итоге проблем особых нету, это все решается. Я в конце вам скажу, сколько это все вместе стоило. Вид великолепный. Здесь очень тихо, не слышно абсолютно ничего, что наружу происходит, потому что дом новые технологии, у него, как это называется, капот, то по-итальянски, ну, шуба, да, из специального материала, которая изолирует просто отлично. Вот на улице довольно прохладно, а дом температуру держит. Окна очень хорошие. Это, я так понимаю, металлопластик у нас. Или пластик, не важно. И попробуем сейчас наверх показать. Вот да, у нас тоже лестницы не было. И судебный эксперт, он наверх не поднимался. То есть мы не знали по его экспертизе, что там сверху. Поэтому мы делали свою, лазили там везде, смотрели, там были проблемы. Потом мы в наш дом зайдем, посмотрим. Так, я надеюсь, я сейчас отсюда не... Вот здесь тоже мы видим... Получается, здесь тоже, да, как у нас 2 спальни и туалет еще один. И очень большой снизу, ну да, и большая мансарда довольно. Да, дальше я выше лезть не буду, вон там гнездо какое-то, птички сделали себе. Да, сейчас пойдем вниз посмотрим. Спускаемся вниз. Ну тут, конечно, бардак, у нас там все было чисто. Здесь ничего не видно. Как мы спустились вниз, здесь очень плохо видно. Много строительного мусора, но помещение огромное. Здесь есть такой типа таверны. Они вот начали делать, отсоединяться от сети кондоминиальной, сделали вытяжку здесь, чтобы потом сюда, вот у нас мы видим отопление, идут кондиционеры. И здесь должна быть установлена своя колонка. Пройдем сюда, быстро глянем здесь. Здесь такая, как бы, не знаю, еще одна комната. Тещу можно здесь поселить. Тут типа кладовки. И еще одна. Еще одна. Да, здесь странно, потому что в двери стоят огнеупорные. Видим, провода сюда все стянули вниз. И большой двойной гараж. Вот это вот очень реально интересный объект. Конечно, этот мусор весь отсюда убирается. Он бы без мусора намного эффектнее бы смотрелся. Такие объекты, в принципе, покупают люди, когда покупается новый дом, то они, собственно, в таком состоянии потом только делаются отделочные работы. Здесь вот проблема у этого дома в том, что здесь видно изоляция сверху, там, где земля, ее нет. И немножко воды проходит сюда, и мы имеем вот эту всю историю. Но это решимо, мы у нас решили это малой кровью. Я потом покажу у нас, что было, как мы это решили. Так, все, уходим из этого подвала. Это наш маленький дворик, здесь была земля, и вот именно та проблема, о которой я говорил, не была сделана изоляция нормально, и поэтому вода проникала в гараж. Дверь тоже здесь они такую использовали, это больше квартирная дверь, но это потом сменится все. И вот это наш сосед, который, да, вот только что в этом доме ходили. Вот эта стена останется такая некрасивая, но пока этот дом никто не купит, но скорее всего он уйдет, представьте, тоже за 30 тысяч евро. Так, заходим внутрь. Вот, это все было в том же состоянии, как мы видели до этого. И вот мы имеем практически законченные отделочные работы. Здесь не хватает мелочей разных. Мы попадаем сразу в зал, совмещенный с кухней. Здесь есть газ, но мы его не будем подключать. Будет использоваться клиент выбрал индукционную плиту, поэтому газ мы не будем подводить. А в качестве отопления, потом пойдем вниз,
Я вам покажу нашу комнату, где будет стоять колонка. Она будет на дровах и на пеллет. Здесь туалет более удачный, чем у соседей, да, он такой побольше. На проекте, в карте, здесь еще стена должна идти. Но в Италии много таких мелких нарушений, поэтому стены нет, потому что иначе этот туалет станет очень маленьким. Но в любом случае можно из гипсокартона сделать в любой момент эту стену. Здесь тоже батареи, их еще нет, потому что сантехник еще должен начать свои работы делать. Посмотрим сначала снизу и потом поднимемся наверх. И как все меняется сразу, да? Лестница совсем другая, новая. И вот здесь еще строители свои инструменты не забрали. Здесь у нас это гараж на одну машину. Ну, он такой довольно просторный, в принципе. И мы имеем здесь еще небольшие такие помещения. Здесь служебное такое небольшое помещение, где строители разместились. И таверна, так называемая. Телефон современный. Таверна. Здесь был свет, я не помню, как его включать. Вот здесь. Да. Здесь план у клиента был сделать спа. Но это еще в будущем все будет. Вот окно, тут было окно, точнее оно есть, просто закрыли временно. В принципе, места здесь достаточно, чтобы поставить сауну и джакузи. Здесь есть подведена вода. Можно сделать что угодно тут. Здесь у нас складовка. По идее, тоже со светом уже. Да. Электрик почти закончил свою работу. И служебное помещение, где будет стоять котел. И стиральная машина, да, прачечная, и котел вот тут должен быть расположен. Здесь вот подведены трубы от общей колонки газовой, так самая, которая не работает. И нам техник, конечно, когда мы делали экспертизу, он нам сказал, что сделать эту работу, только ее, будет стоить около 30 тысяч евро. Поэтому мы с ним потом не работали, конечно. На самом деле это все стоит гораздо дешевле, и вообще это не проблема. Ну, эти моменты нужно знать, потому что если вы не знаете этих нюансов, а их вам может объяснить только строитель, то лучше не связываться с этим. Можно очень сильно вляпаться. Тут в доме, в нашем видео, которое вы можете у нас на канале найти про аукционы, я там объясняю подробно нюансы покупки, на какие моменты нужно обратить. В этом поселке проблема то, что был большой счет за воду, по-моему. Ну, его, соответственно, нужно будет оплатить, но это делится между домами, и это не такая большая сумма в итоге выходит, учитывая, что базовая цена этой недвижимости была 30 тысяч евро. Мы поднялись на второй этаж, здесь у нас небольшой коридор с лестницей, которая идет на мансарду, там еще одна комната. И здесь у нас две спальни. Это главная хозяйская спальня, по-моему, 16 метров. И здесь есть балкон, вид с которого открывается вид на Басса-Валле, так называемую, Валле д'Аоста. Там у нас уже горы с горнолыжными курортами. Червиния где-то вот в этой стороне должна быть у нас, за этой горой. Потом пролетимся с дрона еще сверху. На самом деле очень окна хорошие, и это первая вещь, на которую мы обратили внимание, то что, делалось оно как бы все качественно, но в какой-то момент, когда фирма начала банкротиться, это часто бывает в Италии, когда они не рассчитывают, то они начали
так скажем так, халтурить. Это главная ванна. Здесь хозяин решил не делать ванну, а сделать такой душ большой, потому что будет спа снизу. Биде. И вторая спальня, которая чуть поменьше. Но здесь тоже станет двухспальная кровать. И мы умеем здесь тоже балкон второй. Тоже он в процессе у нас работы. И попадаем, видим здесь наш этот двор и соседей. Тех самых, которые купили не с аукциона. И вот этот дом еще тоже на продаже. Но этот дом я внутри был. Он пятиэтажный. Получается мансарда, этаж. 3 этажа вне земли и еще 2 этажа у него целых под землей. То есть это очень большой дом. Точнее, не большой, а высокий, потому что дом на самом деле не очень большой. Теперь перейдем, поднимемся на мансарду еще, и все. Там на мансарде у нас уже работа кипит. Здесь будет 3-й туалет маленький. Сзади, я покажу, попробую залезть сюда, показать вам, там есть коммуникации все. 24 квадратных метра, очень большая комната. Здесь мы сделали своего рода шкаф такой, довольно вместительный, один. И с этой стороны, с другой, второй у нас шкаф. И там же, вот вы видите, есть коммуникации подведены для туалета. Значит, здесь не было закрыто окно. И так как сюда никто не поднимался, институту, хранителям было все равно, попадала влага все время сюда. Но большого урона она не сделала, поэтому это все будет покрываться еще 5 сантиметров изоляция идти, и здесь будет паркет. То есть получается, это дом с 3 спальнями. По расходам, кроме самой стоимости покупки, 30 тысяч евро. Все вместе, включая камин. Сейчас я покажу, где будет камин, кстати, забыл показать. Все вместе выходит с налогами совсем 60 тысяч евро. То есть привести в порядок этот дом выходит, купить и привести в порядок 90 тысяч евро всего. Его рыночная стоимость, мы делали оценку, прежде чем купить, естественно, чтобы понимать, за сколько это можно продать, нам его оценили в 220 тысяч евро. Но на самом деле похожие объекты, вот этот дом напротив, который высокий, он продавался за 240 тысяч евро, включая отделочные работы все. Поэтому его цена 200-250 тысяч евро, зависит от какая будет в конце отделка. Именно за 200 тысяч этот дом уйдет, просто его с руками оторвут. Теперь посмотрим еще раз, где у нас должен был быть камин. Еще раз пройдемся по этим комнатам. Мы здесь видим еще раз маленькая спальня, большая спальня с балконом и туалет главный. Здесь должен быть телевизор и, собственно, в углу будет камин, потому что здесь подведена уже вытяжка, ее здесь не видно, она замурована, сейчас снаружи вам покажу. Здесь будет угловой камин, и вот эта цена ремонта, это включая установку камина. И вообще дом очень теплый, вот у соседа, наш сосед-строитель, он делает работы, у него отопление просто пеллет стоит, это печка такая, и жара в доме прям реально. Учитывая, что мы в горах все-таки, вот здесь вытяжка, в которой будет наш камин. И с этой стороны, кстати, вид получше даже, наверное, на горы. Ну что, все, сейчас пролетимся сверху, 2 облета сделаем, и на этом наше видео заканчивается. Если вас интересует консультация на тему покупки недвижимости в Италии, в том числе с аукциона, обращайтесь к нам, все контакты я оставлю в описании. Если интересуетесь темой иммиграции и жизни в Италии, обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте вступать в нашу группу на Фейсбуке, у нас есть еще телеграм-канал, я все ссылки, как обычно, оставлю в описании.